Недавно с нашей одной хорошей знакомой случилась очень страшная ситуация здесь, на нашем побережье, опасная для здоровья, а в некоторых случаях это может быть опасно даже для жизни. Произошло это здесь у нас, на нашем побережье, на юго-востоке Испании, на побережье Средиземного вот этого самого моря, на одном из этих пляжей. И сейчас я вам расскажу, почему я решила это рассказать вам. Она поделилась с нами этой опасной ситуацией. Ну а мы хотим рассказать вам, чтобы вас как бы предупредить о том, что еще очень опасного бывает на этом побережье, к сожалению. Наша знакомая, как обычно, со своим мужем отдыхала здесь на побережье, на море. Они отдыхают, они плавают каждый день. Погода у нас очень хорошая в сентябре. Это произошло в сентябре, буквально вот несколько дней назад. Погода у нас очень хорошая, море тоже хорошее, люди еще плавают. И она, как обычно, с мужем плавала в море. Вот она наплавалась и рассказывает, что когда она уже практически там, ну, была по горлышко и пешком пошла, так сказать, занимаясь зарядкой, пошла к берегу, вдруг неожиданно она почувствовала укол в стопе. То есть ей показалось, что она на что-то наступила, так как до этого здесь были рыбаки, она решила, что она подцепила в ногу крючок. Выйдя на берег, она обнаружила, что в ноге у нее есть ранка, вот на стопе снизу, да, колотая такая рана, и отправила своего мужа за средствами, так сказать, обеззаразить все это дело. Но когда муж пошел, живут они недалеко от моря, домой, за средствами, там, бинтом, я не знаю, ваткой, перекисью, она почувствовала себя, ну, просто, что вот хуже и хуже. У нее жутко разболелась нога, причем оказалось, что это облили ей ногу кипятком. Она стала чувствовать, что ее трясет, что у нее начинаются вот такие, знаете, лихорадка, ей становится плохо. И вот она еле дождалась мужа, то есть боль усиливалась просто катастрофически быстро, представляете? То есть это оказался не крючок рыбака. И пришлось отправляться в госпиталь. Как она туда ехала? Она говорит, я уже там половины не помню. То, что я там чувствовала жуткую боль, страшную, это вообще не описать. Я даже не буду вам передавать те, вот знаете, то ощущение, с чем она сравнивает боль в ноге. Самое простое, это что ее ногу облили кипятком. А вот они отправились в госпиталь, и дальше уже узнали очень интересное, что у нас, оказывается, здесь водится, в водах вот этого самого Средиземного моря. И позже уже в больнице, когда ее приняли, они поехали в скорую помощь, ей уже объяснили, что ее, оказывается, укусило, если можно так сказать, а вернее она наступила на шип так называемой рыбы-паука. Вот сейчас я сделаю маленькую вставочку. К сожалению или к счастью, они не видели в воде сами эту рыбу, потому что, ну, это было по горлышко, она не могла просто увидеть, и муж не мог увидеть, он был рядом. Но врачи сказали, это рыба-паук, она ядовитая, у нее ядовитые шипы. Обычно она зарывается в песок. Цвет она, вот как вы видите, практически под цвет песка. И у нее сверху такие шипы. Вот, то есть, когда она наступила на эту рыбку, да, в песке, не видя ее, вот как она говорит, раскрылся, наверное, вот раскрылись вот эти шипы, вылезли, и таким образом попали ей в ногу. Рыба это очень ядовитая, не просто болезненный, врачи сказали, это не просто болезненный укол, он еще и очень опасный для жизни, если там аллергик, если еще какие-то индивидуальные там бывают реакции организма. Вот у нее была очень сильная реакция, сопровождающаяся болевым шоком, лихорадкой, сильной болью. Врачи постарались ее обезболить, они ей укололи и давали, по-моему, антигистаминное, в общем, разные виды обезболивания применяли, но, как говорит наша знакомая, это ничего не действовало. Ей пришлось прям вот кардинально, максимальные способы обезболивания применить, такие прям вот уже, знаете, максимально сильные. Поэтому, конечно, она там провела 2 часа в скорой помощи. Врачи дали некоторые рекомендации по этому поводу, если вдруг с вами происходит такая ситуация, вы укололи ногу в воде, предположительно, это будет вот эта рыба, и боль у вас в ноге есть, и боль усиливается. Что делать? То, что она нам рассказала, мы вам сейчас тоже передадим. А врачи предупредили ее, что такие уколы, такие встречи вот с рыбой-паук
могут быть весьма опасные. И еще они дали несколько рекомендаций. Во-первых, они сказали, что в таком случае, если вдруг вы наступили на такую рыбку и предполагаете, что это она, боль усиливается и какие-то такие, ну, вот тут, если вы подозреваете, что это первая помощь, это не холодная вода, это не какие-то там примочки, мази, это максимально горячая вода. То есть вы опускаете свою ногу в максимально горячую воду, так как яд содержит белок, то он там вот нейтрализуется подобным образом. Не случайно я в руках держу вот это все время вот такую свою сумочку. В этой сумочке у меня есть некая вещь, которую врачи тоже рекомендовали использовать, когда вы плаваете в воде, и либо когда вы идете там, где ракушки, камни, галька. Это вот такие коралловые, ну, называют так, да, коралловые тапочки. Они продаются в спортивных магазинах, в китайских магазинах. Они имеют резиновую вот такую подметку, которая сохраняет, в общем, вашу ногу, вы надеваете вот это на ногу и плаваете вот в этом. Вот так рекомендовали врачи, мы пользовались этим всегда, но вот как-то на этих пляжах нет. То есть там, где галька, ракушки, Мар-Миноре. Третье, они сказали, постарайтесь плавать там, где, в общем-то, не безлюдные пляжи, где много людей, где люди ходят, для того, чтобы, в общем-то, как-то отпугивались вот эти вот рыбки. Но дело в том, что она как раз-таки и плавала на том пляже, где обычно плавают люди, где были туристы другие, и поэтому очень странно, что вот такая ситуация произошла. Во-первых, мы сразу вспомнили, что испанцы говорят, что у них значит, лето заканчивается 15 сентября. Дело это, кстати, произошло после 15 сентября. Поэтому мы раньше думали, ну, почему? Потому что вода холодает или что-то еще. Но мне кажется, что еще такие, знаете, народные приметы все-таки, что уже что-то происходит такое на морском дне, ну, как бы с живностью, да, с отливами, приливами, температурой воды, что может также влиять вот на всех этих живностей, которые могут ближе к берегу двигаться. Но есть еще фактор тот, что действительно стало меньше туристов, поэтому живность смелела и двинула к берегу. То есть эта рыбка, она не нападает на человека, она не пугается человека, она зарывается в песок, и таким образом она занимается, ну, добычей себе еды, да, то есть она охотится таким образом, видимо, на мелких рыбок. Еще наша знакомая вспомнила, что на пляже, где вот как раз они плавают, до этого они видели рыбака, которые, и ни одного, по-моему, которые рыбачили. Тут тоже мы с Алексеем подумали, что, возможно, рыбаки, которые ловили рыбу, они прикармливали там или, я не знаю, червячка насаживали вкусно. В общем, они каким-то образом могли приманить. Но это наши такие дилетантские рассуждения. Наверное, специалисты могут лучше, да, объяснить такое вот действие рыбок. Ну и, как говорит тоже наш знакомый, в тот день был немножечко отлив, поэтому вот ее по горлышко, оно, наверное, все-таки раньше, там, когда не было отлива, было гораздо глубже. Вот, поэтому вот произошла такая печальная ситуация. Слава богу, что сейчас ей уже ничего не угрожает. Наши знакомые, ей уже оказали помощь, она получила лечение соответствующее, с ногой уже лучше. И, в общем-то, отделалась, так сказать, вот такими вот ужасными, конечно, такими симптомами, страшной болью, болевым шоком, лихорадкой, но, во всяком случае, ее жизни ничего не угрожает, и здоровье ее идет на поправку. Мы ей этого желаем, а вам, дорогие друзья, хотим напомнить, что нужно помнить о правилах безопасности на море. И, к сожалению, здесь есть опасные вещи. Мы вам рассказывали про то, что тут водятся ядовитые медузы, португальский кораблик, бывает, его здесь видели. Бывают обратные течения также. Ну и вот, как выясняется, еще рыба, паук. Еще раз покажем вам ее. Взяли мы это в открытых источниках, так как сами не встречали, слава богу, пока и не видели, и не можем сделать видеосъемку или фото. Поэтому берем в открытых источниках, чтобы мы уже как бы бдили. Но глазками ее будет не видно в песке. Поэтому самое лучшее действенное средство — это вот такие вот коралловые тапочки, которые лежат у меня в этой сумочке. Редко ношу. Слушай, Алексей, хорошие тапочки. Их редко ношу. Очень удобно, кстати. Надо будет поближе положить в багажничек. А у меня в багажнике, кстати, лежат. Ну, старайся
все время массив. Забыла в последнее время. Сейчас пойду помою и все. Ну и когда мы пришли, рассказали нашей испанской соседке из Бильбао, про которую я вам уже рассказывала, что вот такая вот история печальная случилась с нашей знакомой. А она нам поведала, что как раз на днях, в те же дни в сентябре, также гуляя по пляжу, там заходя в воду, у нее тоже заболела нога неожиданно. Она не понимала, в чем дело, но когда она пошла к врачу в госпиталь, выяснили, что ее, по всей вероятности, тоже вот стрекотнула, обожгла какая-то медуза. У нее тоже болела нога, какие-то там болячки. В общем, ей даже МРТ сделали, ничего не нашли. Но предположили, что это была медуза. Поэтому соседка из Бильбао, она говорит, ну, на севере тоже у нас хватает. У нас все-таки океан, в океане, ну, сами понимаете, еще больше живности разной. Кроме того, она нам тоже поведала, что в Бильбао бывают торменты, то есть там ураганы разные, шторма. И даже, говорит, в центре города, Каску-Вьехо, вот этот район старого города, затапливают прямо, ну, вот приличненько, так по пояс бывает, когда сильный ураган идет. Река разливается, и, в общем, тоже мало приятного. Поэтому вот такие вот истории неприятные случаются. Предупреждаем. Спасибо, конечно, нашей знакомой, что она поделилась с нами этим. А поделилась для того, чтобы мы предупредили вас, дорогие друзья, чтобы с вами не случались такие истории. Ну и так как наш микрофон взял небольшой тайм-аут, я решила озвучить уже позже при монтаже. Здесь я вам надела для наглядности эти тапки, показать, как удобно реально в них ходить вдоль моря, как спортивная обувь. В них удобно ходить, плавать в воде, также ходить по камням, по острой гальке и по различным ракушкам. Так что пользуйтесь ими, покупайте, они достаточно недорогие. Можно купить в спортивном магазине Decathlon, ну или в каких-то других спортивных магазинах. Тем, кто едет к нам на море, я хочу пожелать хорошего отдыха. Будьте бдительны, не лезьте в большие волны, следите всегда за цветом флага. Также помните об этих опасных рыбах, которые водятся и иногда вот наносят урон человеку. Ну и тем, кто здесь живет, кто поедет на выходные отдыхать на море, также будьте бдительны. И увидимся вновь в следующих наших роликах. Всем здоровья, удачи, добра. Всего хорошего. Чао-чао. Пока-пока.